Здравствуйте, друзья! В очередной раз хочу поблагодарить своих подписчиков, которые мне присылают свои гаджеты для обзоров, в том числе и этого. В этом видео поговорим про бюджетный ZigBee контроллер для LED-лент, который может похвастаться впечатляющей как для своей стоимости универсальностью. Это и широкий диапазон рабочих напряжений, поддержка в различных системах, кроме родной Tuya Smart, контроллер работает в Apple HomeKit, Google Home, а для Home Assistant есть не менее 5 вариантов интеграции. Производитель не забыл и про очень полезный режим «Не беспокоить». Подробнее обо всем далее, а пока попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти все, кто интересуется темой умного дома, а также подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные обзоры. Тип устройства – контроллер для LED-лент. Каналы управления 5, красный, зеленый, синий, теплый и холодный, белый. Интерфейс ZigBee 3.0. Диапазон рабочих напряжений от 5 до 24 вольт. Ток нагрузки не более 15 ампер всего, максимум 6 ампер на канал. Диапазон рабочих температур от минус 20 до 60 градусов Цельсия, размер 90 на 38 на 25 мм. Поставляется устройство в небольшой оранжевой коробке с надписью ZigBee LED Controller и изображением всех 5 вариантов устройств, от самого простого, который управляет только яркостью, до 5-канального, про который я и расскажу в этом видео. Сбоку на коробке имеется обозначение, какой именно контроллер внутри. Как я и сказал, у меня версия на 5 каналов управления: красный, зеленый, синий, теплый и холодный, белый. Несмотря на бюджетность, комплект поставки достаточно большой и включает в себя 2 варианта крепежа и несколько мелких, но приятных аксессуаров. Небольшая инструкция на английском, но ничего особенно важного и интересного в ней не нашлось. Крепить можно при помощи двустороннего скотча или на пару саморезов, отверстие под которое легко наметить при помощи специальной наклейки, все это есть в комплекте. Маленькая отвертка, которая тоже нашлась в коробке, предназначена для зажимных контактов контроллера. Герой обзора имеет классическую, как для устройств такого класса, прямоугольную форму, напомню, размер 90 на 38 на 25 мм. С одной из боковых сторон контакты для подключения питания, с другой для подключения светильника. Это максимальная по количеству каналов версия, 3 цветных и 2 белых, плюс общий. Белый и цветной свет работают раздельно, так же как, например, у LED-лампочек с белым и цветным светом. Контроллерам такого рода требуется внешний блок питания. Герой обзора может работать с широким диапазоном напряжения от 5 до 24 вольт. Подключать питание можно либо к контактной колодке, либо к круглому DC разъему 5,5 на 2,1 мм. Также подойдет разъем 5,5 на 2,5 мм. Еще одно удобное конструкторское решение – съемная панель. Стационарно на саморезы или скотч крепится она, а контроллер устанавливается сверху. Быстро, удобно и надежно. Нижняя крышка корпуса крепится на нескольких защелках и тоже легко снимается. Плата контроллера изготовлена согласно надписи в конце 2021 года. ZigBee модуль реализован на чипе от Tuya ZT3L. С правой стороны видно 5 полевых транзисторов, отвечающих за каждый из каналов управления контроллера. Обратная сторона платы. В правой верхней части интересная спираль, полагаю, что это антенна и скорее всего для RF433, так как ZigBee разведена на самом модуле. Хотя в этом варианте управления по радиоканалу не заявлено, допускаю, что есть и такие версии. При тестировании я использовал блок питания на 12 вольт мощностью до 24 Вт с круглым DC разъемом 5,5 на 2,1 мм. Хорошо подойдет и DC-DC источник бесперебойного питания с регулировкой выходного напряжения, ссылку я оставил в описании. Логическую часть обзора начнем с родного приложения Tuya Smart. Так как это ZigBee устройство, нам понадобится совместимый шлюз. Я использую Ethernet ZigBee шлюз NAS ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit. Ссылку на обзор вы найдете в описании под видео. Сразу после включения контроллер переходит в режим сопряжения. Для ручного перевода в него нужно 5 раз включить и выключить его по питанию, как лампочку. Определяется он тоже как лампочка. Функционально для системы управления разницы нет. Он будет отображаться и в общем списке устройств. Отсюда, кстати, его можно включать и выключать, а также видеть установленные параметры света. И в списке устройств того шлюза, к которому он подключен. Для получения доступа ко всем опциям управления нужно перейти в плагин контроллера. Имеется 2 рабочих режима. Белый свет, в котором работают 2 канала, теплый и холодный. Тут регулируется яркость и цветовая температура. Есть 3 предустановленных пресета на теплый, нейтральный и холодный свет. Можно создавать и свои для быстрого вызова желаемого режима. В цветном режиме вместо температуры, соответственно, выбор цвета.
Сразу хочу отметить, что в один момент времени работает только один из режимов. К контроллеру можно подключить две разные ленты, отдельно CCT для белого света, отдельно RGB, но светить они смогут только поочередно. Для тестирования я использую небольшой фрагмент LED-ленты. Правда, в моем случае у нее только один канал для управления белым светом, который я подключил на контакт холодного белого. Поэтому при регулировке цветной температуры изменяется тоже яркость, чем холоднее свет, тем ярче. Далее в плагине следует страница динамических сцен. При выборе одной из них контроллер будет плавно менять цвета освещения. Кстати, если вам кажется, что вы уже где-то видели этот плагин, то вам не кажется. Точно такой же был, например, у ZigBee LED прожектора. Кто не видел обзор, ссылка в описании. И наверняка встречается и у других светильников. Музыкальный режим использует микрофон телефона, на котором запущен плагин. Свет в таком случае будет изменяться в такт музыки, а характер и скорость этих изменений определяется одним из трех вариантов – ритмический, игровой или романтический. На тестовом сегменте ленты это выглядит примерно так. Задействованы только цветные диоды, белые отключены. Теперь перейдем к странице настроек. Хотя для тех, кто следит за моими обзорами, ничего нового тут тоже нет, для остальных я расскажу все подробно. Первая кнопка – это планировщик, тут больше всего опций. Начнем с добавления задач, кнопка плюс внизу. Тут есть 4 варианта: нормальный план, свет для засыпания и подъема и охрана дома. Нормальный план позволяет автоматизировать время включения и выключения светильника в заданном режиме, для чего можно выбрать время, день недели, а также при необходимости цикличность. Режимы засыпания и подъема позволяют установить время плавного затухания и наоборот увеличения яркости для имитации заката и рассвета. В режиме охрана дома лента будет включаться в случайное время в заданный период, чтобы имитировать присутствие людей. Оставшиеся два режима планировщика – это циркадное освещение, динамическое изменение цветовой температуры в зависимости от времени суток, соответственно биоритмам организма, и обратный отсчет, интервал времени, по истечении которого светильник переключит состояние. Режим «Не беспокоить», которого так не хватает некоторым светильникам. При его активации, если контроллер был выключен и у него пропало, а затем появилось внешнее питание, то свет не включится. Но если он был включен, то восстановится. Градиент – это время плавного включения и выключения светильника, которое можно менять вручную. Свет по умолчанию – это настройка типа освещения при включении. Тут был установлен режим включаться в том же состоянии, в котором светильник был выключен. Также можно установить режим света по умолчанию или заданного вручную. Например, чтобы независимо от того, в каком режиме он был выключен, лента при включении светила белым светом на полной яркости. Сейчас включен цветной режим. Сбрасываю по питанию. Активируется заданный вручную белый свет. Сейчас свет выключен. После сброса по питанию он остается выключенным, так как активирован режим «Не беспокоить». В меню общих настроек указана совместимость с Amazon Alexa, Google Home и SmartThing. Тут можно проверить наличие обновлений прошивки, но из коробки была установлена актуальная версия. Тут же можно удалить устройство. Теперь перейдем к автоматизациям. Контроллер можно использовать в качестве триггера, тут доступно множество вариантов. Правда, не все можно будет как-то применить. Можно отслеживать состояние контроллера включения и выключения, переключение режимов, белый, цветной, сценный и музыкальный. Есть возможность устанавливать какие-то действия на изменение таких параметров, как яркость и цветовая температура, по значениям больше, меньше или равно. Можно также отслеживать запущенный обратный отсчет по тем же трем значениям и состояние режима «Не беспокоить», хотя для чего его использовать в автоматизациях у меня идей нет. Контроллер, что логично, можно использовать и в качестве действия автоматизации. Такая задача называется «Запустить устройство». Тут доступны три опции – включение и выключение и две непереведенные с китайского. В первом разделе опять не добавили опцию переключения состояния, только включить или выключить. Не понимаю почему, так как переключение намного более удобная и часто используемая опция. Под иероглифами скрываются настройки включения в белом и цветном режиме, яркость, температура и цветоинтенсивность соответственно. Для тестирования сделал две автоматизации. Первая – это включение светильника по однократному нажатию на логический выключатель. Снова пожалуюсь на отсутствие опции «Переключить», она была бы тут уместнее. Вторая отработает по триггеру включения светильника, трижды изменит его цвет с 3-секундным интервалом и выключит его. Вот так она работает.
Скорость работы через приложение. Все достаточно быстро. Включение-выключение, управление режимами и их параметрами. Помним, что работа приложения зависит от доступа к интернету. А вот автоматизация, особенно между устройствами, подключенными к одному шлюзу, могут работать локально даже при отсутствии такого доступа. А в режиме прямого биндинга, об этом чуть дальше, даже при отключенном шлюзе. Перейдем к поддержке в других системах и начнем с Google Home. Разово через меню «Устройство, совместимое с сервисами» нужно выбрать аккаунт Tuya, ввести свои учетные данные и связать его с Google. После этого все совместимые устройства будут появляться тут автоматически. Контроллер появился тут под тем же названием, что и в приложении Tuya Smart. Для удобства его можно изменить на свое. Доступны опции включения и выключения, управление яркостью. Также можно выбирать желаемый оттенок белого света или его цвет, в том числе и через голосового помощника. Других настроек тут нет, но они и не нужны, так как есть в родном приложении Tuya. Как я и рассказывал в своем обзоре шлюза с поддержкой Apple HomeKit, для проверки совместимости я использую штатную интеграцию Home Assistant HomeKit Controller. Это решает сразу два вопроса. Во-первых, покажет, будет ли устройство работать в родном приложении Дом, так как используется один и тот же протокол. Во-вторых, это один из вариантов интеграции в Home Assistant. Шлюз NAS ZV05B0 добавлен в режиме моста, и все подключенные к нему устройства могут быть переброшены в HomeKit. Но ключевое в этом именно «могут быть», так как по факту HomeKit дружит далеко не со всеми гаджетами Tuya. Однако в случае с героем обзора все в порядке, он появился в виде светильника. Напоминаю, что при этом он остается доступен и в родном приложении Tuya Smart. В интерфейсе актуальной версии Home Assistant он выглядит очень похоже с HomeKit. Ползунок, который отображает текущий цвет, он же регулирует яркость. Когда светильник выключен, он серый. Есть возможность менять и цветовую температуру, и цвет. Это актуально как для приложения Дом, так и для интеграции HomeKit Controller. При этом управление осуществляется локально, без зависимости от интернета, и остается доступным и в базовом приложении Tuya Smart. Далее поговорим уже о Home Assistant и начнем с штатной интеграции Tuya, которая по аналогии с Google Home работает через привязку к облачному аккаунту, который автоматически перебрасывает все доступные устройства. И тут поддерживается работа героя обзора. Эта интеграция имеет зависимость от интернета, но зато работает параллельно со всеми ранее перечисленными системами Tuya Smart, Google Home и Apple HomeKit. В остальном то же самое. Ползунок управления яркостью, два режима работы, палитра выбора цвета. Перейдем к локальным интеграциям, которые работают с устройством напрямую и не связаны с доступом в интернет. Тут и далее контроллер нужно удалять из Tuya Smart. Начнем с штатной для Home Assistant ZHA, которая у меня работает через USB Zigbee Stick Sanofi на базе модуля EFR32MG21. Запускаем поиск устройств. После отключения от шлюза Tuya контроллер автоматически перешел в режим сопряжения. Ничего дополнительно делать не пришлось. Это удобно, так как не нужен физический доступ к устройству. Добавился как объект домена Light. В информации об устройстве можно увидеть, что контроллер является роутером, то есть подключает и передает через себя данные для других устройств, тем самым расширяя покрытие и емкость сети. Иконка светильника принимает цвет, соответствующий реально установленному на нем, что тоже удобно. Других настроек в этой интеграции нет. В остальном все то же самое, что мы уже видели в предыдущих интеграциях. Управление включением и выключением, ползунок управления яркостью. Белый и цветной режим работы. Управление работает очень быстро, но не хватает настройки режима «Не беспокоить». Следующий вариант интеграции в Home Assistant – дополнение Zigbee to MQTT. Актуальная версия на дату тестирования 1.32. Если у вас до сих пор 1.18.1 и нет обновлений, то имейте в виду, что адрес репозитория сменился примерно 2 года назад и у вас очень старая версия. Контроллер штатно добавился в систему, внешних конвертеров не понадобилось. В этом случае после удаления из ZHA контроллер тоже самостоятельно перешел в режим сопряжения. В ходе тестов я удалял его из разных систем не менее 10 раз, и всегда момент отключения отрабатывался полностью корректно. Тут используется универсальный конвертер, который подходит к множеству различных устройств. Это и лампочки, и контроллеры, и светильники разных форм, вроде упомянутого мной ранее LED-прожектора. В отличие от ZHA, тут реализован полный функционал. Включение-выключение, управление яркостью, цветовой температурой и цветом. Есть даже небольшой список эффектов, правда реакция на все одинакова, лента плавно тухнет и сразу плавно загорается вновь.
Главное, есть режим «Не беспокоить», он работает корректно, так как и в приложении TUIA. И режим свечения при включении, помнить предыдущее по умолчанию и предустановленный. Проверим, как он будет работать в режиме прямого биндинга. Начну с ZigBee пульта Mi Boxer, ссылка на обзор в описании, который может управлять 8 группами устройств. Я создал группу с ID 108 под большие клавиши управления и добавил туда контроллер. Все режимы включения-выключения, цвет, температура, яркость работают корректно. Напомню, что при таком подключении работоспособность останется даже при остановленном ZigBee to MQTT и физически отключенном координаторе. Следующим будет логический ZigBee диммер от MOES, у которого есть два режима работы – событий для использования автоматизации и команд для прямого биндинга в группах. Ссылка на его обзор также в описании. Добавляем в одну группу его и LED-контроллер. Никаких других настроек я не делал. Тут тоже все работает корректно. Вращение регулирует яркость. Вращение с нажатием цветовую температуру. Удерживание кнопки запускает режим выбора цвета. И последний на сегодня способ – это SLS-шлюз. Актуальна на дату обзора официально выпущенная версия прошивки от 15 февраля 2023 года. Подключаем устройство, тут все стандартно, и на этом этапе становится понятно, что поддержки из коробки в этой версии прошивки нет, но это легко поправимо. Модель устройства TS0505B. Можно поискать по ней в списке уже поддерживаемых устройств. Светильников с таким же номером модели есть несколько. Сначала я попробовал похожий внешний контроллер, конвертер номер 43. Вручную устанавливаю его на странице своего контроллера. Готово, теперь он отображается как поддерживаемый и даже с похожей картинкой. Он управляется, можно менять яркость, температуру и цвет, но тут явно чего-то не хватает, в частности режима «Не беспокоить». Вспомним еще раз про тот самый LED-прожектор, у которого был точно такой же плагин управления. Когда я делал обзор на него, его добавили в поддержку SLS конвертером номер 248. С этим конвертером все намного интереснее, так как появился и режим «Не беспокоить», и режим типа свечения при включении. Они работают полностью корректно. Поэтому для наиболее полного набора функций на актуальной на дату тестирования версия прошивки лучше использовать именно этот конвертер. Штатная поддержка контроллера добавлена в прошивке не старше 10 марта 2023 года. Тут вручную ничего устанавливать не надо, для него создан свой отдельный конвертер под номером 278. Набор опций тут аналогичен тому, что мы уже посмотрели на 248 конвертере. По сути они отличаются только картинка устройства. Так он выглядит в Home Assistant, куда добавляется через MQTT. Светильник, переключатель режима «Не беспокоить», настройка плавности включения-выключения и режим работы при включении. В остальном все так же, как мы уже видели ранее. Ползунок управления яркостью, под которым находится кнопка включения и переключения режимов, и отдельный переключатель для установки режима «Не беспокоить». И управление режимами свечения, белым с изменением цветовой температуры и цветным. Тут все так же работает быстро и локально. Контроллер с учетом его стоимости получился очень удачным. Ближайшим к нему аналогом могу назвать устройство от MOES, ссылку вы также найдете в описании. Но он не работает с напряжениями менее 12 вольт и существенно дороже. К плюсам могу отнести и широкий диапазон рабочих напряжений, хорошую мощность и много вариантов разновидностей с разным количеством каналов управления. Поддержку во всех проверенных мной системах, включая Google Home и Apple HomeKit. Немаловажным является и поддержка логических контроллеров, таких как пульт и диммера в режиме прямого биндинга. Что касается минусов, даже затрудняюсь что-либо назвать. С учетом вышесказанного, смело рекомендую к покупке. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на контроллер и другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!